Коллеги, друзья, сегодняшняя встреча, она посвящена выходу в сентябре книги Долорес Мускуэра на русском языке «Внутренние голоса и диссоциативные части личности. Психотерапевтическая работа с использованием EMDR». Давайте я сначала представлюсь, и расскажу, что будет сегодня происходить, как будет построена наша встреча сегодняшняя. Меня зовут Юлия Локкова, и я была, научным редактором книги и руководителем. Я также являюсь руководителем издательского проекта ассоциации МДР. И, наш проект Здравствуйте. предполагает, переводить, книги по МДР, хорошие, достойные книги по МДР, и издавать их. И книга Долорес — это первая книга, которую мы таким образом перевели и издаем с помощью издательства «Генезис». То есть это совместный проект с издательством «Генезис». И на сегодняшней встрече мы также услышим Юлю Малик, президента ассоциации МДР, и Елену Кирюшину, главного редактора издательства «Генезис». И, конечно же, сегодня также, надеюсь, услышим Долорес, да, и надеюсь, что она скажет нам пару слов. И в конце у вас будет возможность задать ей вопросы. Так что, пожалуйста, подготовьте их заранее, пожалуйста, и будет возможность спросить голосом. Давайте я сначала представлю автора, да, Долорес Мускуэра. Это психотерапевт, она директор Института изучения травмы и расстройств личности в Испании. Она также консультант и тренер ассоциации EMDR Europe, и она признанный эксперт в области комплексной травмы и диссоциации. Долорес не один раз проводила обучение уже в России, и там я была одним из организаторов этих обучений. И могу сказать, что те знания, которые там, да, были получены там, мною лично, например, коренным образом повлияли на мою практику. В этом смысле это мега полезно. Все, что Долорес рассказывает и показывает. И книга, которую мы сегодня презентуем, она прошла довольно долгий путь, да, то есть мы почти год работали только над переводом, потому что было много терминов, да, мы пытались тщательно подбирать их. Перевод делала Наталья Пресс, и Наташа — это один из лучших переводчиков психотерапевтической литературы на нашем пространстве, да, российском. Потом мы еще искали издательство, и тут я хочу просто как, да, руководитель проекта издательского выразить нашу глубокую благодарность Генезису, который поверил в ценность этой книги, да, и который поддержал наш проект. Итак, в сентябре эта книга выйдет на русском языке, и я считаю, что это действительно событие. Если немножечко, буквально я скажу немножко о книге и передам слово уже другим. А, Мне кажется, что Долорес пишет о важнейшей, с моей точки зрения, и сложнейшей для работы терапевта проблеме, а именно о некоем внутреннем самоотчуждении человека, пережившем хронический травмирующий опыт. Долорес обращается к тем частям личности, которые сам человек отвергает или даже не признает своими. И одним из проявлений вот таких частей — это внутренние голоса, да, и они могут звучать чуждыми, навязанными, комментировать мысли, поступки человека, Подход Долорес, он коренным образом меняет вот эту ситуацию, внутреннюю ситуацию, да, клиента. Голоса перестают быть симптомом, который необходимо подавить как-то или устранить, да, и становятся просто важной частью внутренней системы, нуждающейся в понимании и интеграции. Очень важно, что эта книга — это очень такое практическое руководство, да, где очень подробно описаны и принципы, и структура работы, ход сессий, конкретные техники, конкретные интервенции и так далее, да. Причем
ну, с клиентами, от которых там многих терапевтов наверняка повергли бы в ощущение собственного бессилия, да, то есть с пережившими торговлю людьми, с пережившими насилие в религиозной среде, с жертвами физического, сексуализированного, длительного насилия, как бы, да, с инцестом и прочее, прочее. То есть эта книга — это словно живой мастер-класс, да, где за каждым транскриптом сессии, а там будет много живых транскриптов и работа с конкретными реальными клиентами, да, за каждым таким транскриптом кроются, ну, годы работы, там, да, размышлений, поиска и так далее. Ну, и это не только мое мнение как редактора, это и личное мнение, потому что мне лично книга там, да, помогла стать, я надеюсь, там более хорошим терапевтом, лучше понимать, да, своих клиентов и, конечно же, быть в состоянии им помочь. Вот, поэтому я считаю, что вам повезет стать ее читателями. Вот. Это было мое короткое слово. Вот, и я передаю сейчас слово Юлии Малик, президенту Ассоциации Индиар, Российской ассоциации. Всем здравствуйте. Я хочу, просто, не знаю, там, порадоваться вместе с вами со всеми тем, что у нас это происходит. Мы прям долго это делали, но вот благодаря Ага, в одну Ютубу. коробочку? Будьте любезны, пожалуйста, выключите, про коробочку. Ага, все. Смотрите, вот это вот обложка. Можете себе представить, обложку нарисовала тоже Юля Локкова. Она у нас, просто мастер на все руки. И, была обложка, на мой взгляд, не менее достойная в начале, но издательство, ее не одобрило по своим внутренним причинам. Эм, и вот появилась еще одна, и, на мой взгляд, невероятно высокохудожественная, очень, отражающая суть, содержания и так далее. И вот такую вот книжку будут продавать. Здесь есть вопрос по поводу продажи на Wildberries, на Озоне, может быть, даже в сопредельных, странах каких-то на постсоветском пространстве. Я думаю, что это все будет, и я думаю, что, представитель, издательства как раз, может быть, уже как-то, может эту информацию огласить, будет ли она. Мы, сейчас будет говорить, она, и, в общем, я думаю, что вам, может быть, добавит этой информации. Обычно все эти книжки, конечно, продаются и на Wildberries, и на Озоне, и можно их везде купить. А, Просто несколько очень теплых слов о Долорес. Она с нами сотрудничает уже больше 10 лет, и, наверное, трудно переоценить ее отношение, к нашей ассоциации и то, что она продолжает поддерживать. Долорес вообще такой подвижник. Она, обучает все вот эти вот молодые ассоциации, где нужна какая-то помощь, и всегда, в общем, идет навстречу. Сотрудничать, очень приятно всегда. И, надеюсь, что мы дальше будем продолжать это. И даже есть уже планы. Вот сейчас, внимание, Долорес пишет еще одну книжку, которая является первым томом к этой. И это будет, ну, Долорес сама сейчас скажет, я думаю, несколько слов об этом. И мы, очень хотим ее переводить, и, точно так же хотим сделать обучение. У нас будет в, сентябре вебинар Долорес, и я надеюсь, что через год, когда вторая книжка выйдет, мы сделаем такой же сет, из, общего вот этого вот: книга, встреча, обучение,
из первых рук, и это круто. Я не знаю, Юля Долорес, я теперь, может быть, слово дам, а потом мы издательству, передадим. Как ты думаешь? Хорошо, давайте тогда сейчас слово Долорес, потом, Елене, а потом будут вопросы Долорес, да? Вот я хочу, чтобы Да, вопросы были в конце. да. Okay. So, good morning. It Всем has доброе been a утро. great pleasure Для to меня work with both огромное Julias. удовольствие работать с обеими The Юлями. first cover was beautiful, but Первая man, she обложка has тоже this была очень capacity to красивая. do really beautiful things. So it's Юля, not у just the Юли editing, действительно прекрасный it's also, художественный вкус, you то know, есть how здесь to не только present редактура, everything. это не только So это I'm very важно, но и то, excited. как мы это It's все true, I've been представляем. Поэтому working я with the association for очень over 10 years. рада. Я действительно I уже более went 10 лет there a couple of сотрудничаю с times on site. Ассоциацией МДР Россия. And Пару раз you know, была в this is the России result of many лично. years of И work. да, это результат When I многих лет decided to start работы. working on this, Когда я решила it начать was работать над actually этой книгой, thanks to на many самом деле colleagues это that kept произошло asking me благодаря about многим коллегам, how которые I постоянно organize what меня I do, спрашивали, как я because they организую kept свою saying things работу. like, Они все время wait one moment, говорили, I'm getting сейчас одну секунду, like a message here. мне тут какое-то сообщение пришло. Сейчас. Okay, so a lot of colleagues were asking me Итак, многие коллеги how спрашивали I was меня, thinking. Like they were как asking я me вообще things like, it мыслю. seems like it's clear in your head what you're Потому что, doing. знаете, Where ты-то can I сама read про more? себя всегда понимаешь, So, you почему know, ты I делаешь started то, что ты делаешь. А вот writing, когда пытаешься кому-то I started объяснить, это выводит preparing тебя на very новый short уровень. workshops about И that. я сначала And then стала the result was подготавливать this. небольшие So really the семинары, book is very небольшие practical, like Julia was saying. воркшопы, My а потом main в aim результате is that you're появилась эта able книга. Она to действительно очень understand how to практическая, как и organize сказала clinical Юля. sessions, how И to моя organize your цель, work once моей you целью было identify объяснить, parts как мы and you организуем begin working with them. терапевтические Because цели, it's как мы not just выявляем about going части, into the session, what do you как want to мы work on today. структурируем We really работу. need to find a way Нам to действительно нужно keep a найти connecting способ thread а, between the work. Because this is what's going to поддерживать allow us to really understand логику what's работы, а working не and просто what на isn't. каждой сессии So работать с there's чем-то a whole новым. Нам section нужна of здесь practical последовательная cases работа. to illustrate А, these И steps очень много в and the книге theory. практических And кейсов, as которые Julia was also иллюстрируют saying, теоретические постулаты. И как I'm говорила finishing, I Юля, just finished я только kind что of the first part to this book закончила because как бы I didn't первую understand that, часть к этой or I книге. didn't think that many people would Я не думала даже, что find it. многие люди, How do I say this? как бы это So, сказать, the title of this book is то есть about voices and название этой dissociative parts. книги Maybe I «Голоса should и have written диссоциативные dissociative части». parts and voices. Может быть, надо было What I наоборот really написать wanted to do «Диссоциативные is части и to голоса». translate this idea that Мне people that хотелось hear просто voices передать can эту идею, improve a что lot. люди, Often we которые have this idea in слышат mind голоса, that people that у них hear есть voices хорошие are шансы на more большое related to улучшение, psychosis. And this что is это не всегда just not связано how с it is. Really, психотическими the people, проявлениями, the потому что это не clinical так. population that И has a вот эта higher группа percentage of пациентов, hearing voices are в которой dissociative disorders. высокий процент So it is very important to know человек how to work слышит with these голоса, voices. это It's very important диссоциативное not to расстройство just go to личности. medication. This is not Очень going to solve важно anything in these в cases. данном случае не So one назначать of the reasons I медикаменты, потому что chose они не that is to решат really give проблему. many of the clients И this мне possibility хотелось because many of them просто have открыть это окно voices that возможностей they для have большого difficulties with. количества клиентов, потому Hostile, что aggressive, многие из suicidal, этих клиентов слышат frightened. враждебные, пугающие, Anyway, so суицидальные голоса, now и они since it проходят is very очень нелегкий focused on путь. that, what И, I have done now is и the теперь вот в своей новой книге underpinnings of the associative parts я from a biological perspective. разбираю с So yeah, we are going биологической to be точки working on this. зрения, This is super откуда practical. появляются вот эти And then we are going to диссоциативные be части. Это working тоже on будет the очень foundation of практическая everything. книга. Мы там дойдем до самых I don't основ. know. Anything else? Не знаю, что-то еще я сейчас должна сказать. Maybe later on it will be. Sorry. Может быть, позже будут вопросы от аудитории. Спасибо большое, Долорес. Мы обязательно к тебе вернемся. И сейчас вот несколько слов издательства, потому что здесь много вопросов, например, из Казахстана, Беларуси. Можно ли будет книгу купить там? Поэтому сейчас мы вот это чуть-чуть проясним. Юль. Да, давайте, Елена Кирюшина сейчас скажет нам, свои слова.
Это главный редактор издательства «Генезис». Здравствуйте, рада всех приветствовать. Меня зовут Елена Кирюшина. Хотя мне написано издательство «Генезис», я вот представляю издательство «Генезис». Действительно, я бы хотела пару слов от лица издательства сказать. Мы, когда получили книжку от Юлии, мы поняли, что действительно эта книжка, книг подобного рода по работе с травмой и с диссоциативными личностями в России, пожалуй, нет. И, для нас это действительно большое такая честь, доверие, издавать книгу. Мы, как было сказано, знаете, где в предисловии, и, вообще, когда мы читали это действительно очень объемный труд, это большая-большая работа, в том числе работа переводчика. Это была работа редакторская, с терминами, которые нужно было локализировать. С переводом диалогов и так далее. Действительно огромный труд, и это действительно карта, или даже, я бы сказала, навигатор по работе, с диссоциативными состояниями, диссоциативными частями и с внутренними голосами. И, мы уверены, что эта книжка будет полезна не только EMDR-специалистам, но и вообще всем, кто работает с комплексной травмой, и тем, кто ищет какие-то новые идеи, кто ищет новый взгляд на эту проблему, кто, думает о том, как применить все это в работе. В этой книжке все это есть, и этим она невероятно ценна. Я очень рада, что книжка выходит в свет. Спасибо, всем, кто участвовал, принимал участие. В сентябре она выйдет из типографии, соответственно, где-то в конце сентября, может быть, раньше, доедет до издательства. А, по поводу вопросов, Казахстана, Беларусь. Все это можно будет узнать на сайте издательства. В Озон и Яндекс.Маркет в России она выйдет. Ну, соответственно, дальше будем решать как-то уже, в индивидуальном порядке. Пишите нам, звоните нам, вот мы готовы будем. Все куда отправить, все куда нужно. На Литрес я не знаю. Обычно у нас выходит электронная версия через какое-то время, там, через некоторое время она выходит. Возможно, она будет и на Литресе, это нужно будет уточнять, у наших менеджеров. Вот, но электронная книга будет, у нас на сайте, вот, поэтому можно будет на сайте, если что, ее купить. И Мы пока, Елена, мы пока договорились только про бумажную, да, вот. да, может Да. быть, действительно, я, наверное, Да-да-да. Ага, да, это мы с да, Долорес просто обсуждали. Пока обычно, да. нет Обычно у решения нас про электронную, к да, сожалению. ну, если это будет нужно, то я думаю, что мы примем решение и каким-то образом договоримся. Да, спасибо. Спасибо, Юлия. Вот я еще хотела сказать, что Genesis, дает промокод на скидку. Вот поэтому, как говорится, в конце встречи будет, собственно, этот промокод. Не переключайтесь, как говорится, оставайтесь на связи. Вот, ну, пожалуй, наверное, это все. Я бы очень хотела послушать, дальше, что будет дальше, поэтому спасибо всем. Передаю слово дальше. Да, Елена, спасибо большое. Хорошо, друзья, вас здесь 158 человек, да? Наверняка у вас есть какие-то вопросы, да, что-то, да, про комплексную травму, про диссоциацию, да, про работу с голосами, про книгу и так далее, про будущую книгу, может быть, да, потому что мне кажется, да, что тема диссоциации это такое сейчас, ну, кто не в курсе про диссоциацию, тот не может хорошо работать, с моей точки зрения. Вот. Пожалуйста, да, вы можете поднять руку, это вот кнопочка «Отреагировать», да, и поднять руку, да, либо можете задать вопрос в чате, как хотите, как вам удобнее. А, Итак, главный вопрос. Первый вопрос, который поступил, Долорес, это дифференциальная диагностика голосов при диссоциативном расстройстве идентичности и при шизофрении.
I mean, I wish I could really answer that in Я бы очень a хотела short вам presentation. ответить This is а, about clinical кратко на judgment этот вопрос, но, конечно, and training. это не So очень what I can возможно. Да, say здесь about нужно и this is that обучение, и usually клинический the опыт. research is Но в pointing out целом to people исследования with нам dissociative говорят, что disorders люди с hearing диссоциативными voices расстройствами earlier. начинают Voices слышать usually appear earlier. голоса раньше. They often hear Как more правило, voices у and них they голосов often больше, они hear появляются child раньше, voices, which и is часто not очень детские very голоса typical появляются. А in people with psychosis. при But this is not something психозе that we want to мы детские simplify голоса too не much часто because it's слышим. really Но это um, очень we упрощенный can only do ответ, that with a good и assessment упрощать не and хотелось clinical бы, потому tools что здесь to do нужна that. хорошая диагностика с помощью определенных клинических And инструментов, anyway, for опросников и treatment инструментов оценки. purposes, А, Но в it's любом not случае, so important. если мы говорим в контексте терапии, на самом Let деле me это не say так this. важно. Let me say a little bit more about Сейчас this. я немножко объясню, The что я reasons имею в why виду. in the book title I did not Почему я have any в названии книги не diagnosis написала никаких was because I диагнозов? wanted to keep a trauma Мне informed approach. хотелось сохранить вот Because этот a lot of people hear травмоинформированный voices подход, with потому different что очень diagnoses. многие люди слышат голоса, A lot и of эти люди people с hear совершенно voices разными without диагнозами. any diagnosis, А without А ever бывает, having to у go человека и нет никакого to a therapist диагноза, он because they никогда live не okay был у with their voices. терапевта, он слышит So one of голоса, the и ему с reasons ними I нормально decided живется. to just do trauma Это не informed вызывает approach дискомфорт. based on Поэтому the я EMDR здесь perspective is обратилась к because this is very травмоинформированному important for phase подходу, в two, основном с точки зрения to МДР, потому understand что это when нам we need важно to do для more второй preparation фазы, and when we чтобы need to понимать, reduce когда the нам нужна conflict to be дополнительная able to do подготовка, trauma processing. когда нам нужно снизить степень So конфликта для really того, what чтобы the начать colleagues перерабатывать working in травму. in И psychosis коллеги, field которые работают are с saying about the психотическими approach is that пациентами, they can use it with говорят, что и really good они results. And some of my применяют вот colleagues have предложенный even мной told me подход с that очень it's хорошими easier результатами. because the Многие structure коллеги is говорят, что less так даже complicated. легче работать, потому что So you can структура не use this type такая of work, сложная. То есть можно except with вполне somebody who's по not recently этому ill and подходу needs, other работать type с of любыми intervention. диагнозами. Ну, конечно же, Like если человек somebody that когнитивно is сохранен, believing и вам не about нужны какого-то communicating through the другого TV типа and things like that, okay, which is not, интервенции, да, то есть если человек, that's different, грубо говоря, okay? думает, But in что anything, телевизор с in ним other общается presentations напрямую, да, about лично к нему different обращается, это уже другая voice ситуация, там hearing, нужен we can другой do this. подход. We can use this approach. Но что касается именно внутренних голосов, которые человек So that слышит, opens вне a lot of зависимости doors, от clinical диагноза, doors. такой подход открывает нам очень много дверей и дает много вариантов клинического, как мы можем клинически с этим работать. Спасибо большое, Долорес. Тут вот очень такой горячий вопрос про твое отношение к опровержению поливагальной теории. Можешь ли ты ответить на него? Well, I find it very interesting and Мне кажется, это practical. очень I'm not sure интересная, what to say about практичная, that. I think it's практически better if we применимая focus теория. Не знаю, on что the еще book сказать. content. Мне Because кажется, really I'm not an лучше expert in that theory по either. книге So вопросы задавать, I'm not потому the что right я не person to эксперт по answer that. поливагальной What I теории, я know, не тот as человек, который I может have found ответить на этот вопрос. useful, Но interesting, and лично мне practical. эта теория кажется интересной, полезной и применимой с практической точки зрения. Окей, хорошо, спасибо. Спрашивают про наиболее вот такой неожиданный, может быть, интересный кейс в твоей практике, который показал тебе силу, да, и потенциал МДР при работе с диссоциативными расстройствами. I think most of my cases. I Ну, мне кажется, mean, how I большинство started моих пациентов, working with большинство моих dissociative кейсов это disorders using показывают. EMDR, Когда I я actually начала went работать с to do the диссоциативными EMDR training расстройствами с because I was помощью stuck МДР, with somebody а, that had been diagnosed as я borderline как раз вообще personality пошла, disorder, почему сама psychotic МДР schizophrenia, учиться, потому что зашла в catatonia, тупик с and I don't know how клиентом, many others. у So которого this woman поставили, could not walk. I mean, she который could ставили not шизофрению, speak. кататонию, пограничное расстройство. It was really Эта женщина не difficult могла because I had говорить, no idea она не могла what на was меня going on through смотреть. her Это была mind. очень тяжелая Most of работа. the Я совершенно time не it was понимала, что у silent, нее в голове it was происходит, потому что она self-harm, молчала, it was она super была склонна к complicated. самоповреждению. And В общем, once
очень тяжелый случай. И вот когда она when she наконец tried to speak, she would заговорила, try to talk about what как happened to она her because this is a пыталась victim of рассказать, что с multiple ней perpetrators. происходит, она So it was so жертва difficult for me множественной травмы, to много try to насильников было в help ее her because жизни. nothing И мне worked. было очень сложно ей помочь, Everything потому что was a ничего не trigger. работало. Anything I Ее did was a триггерило trigger. все, If I все, что moved, я she предлагала. would, Если я хотя бы know, двигалась как-то, да, она get сразу super frightened. отшатывалась, очень So сильно I saw пугалась. some information about EMDR И я увидела therapy, где-то and I wanted to give информацию it to про me. МДР и пошла учиться. So, when I got out of the training, I И вот spoke to this после woman and обучения I я said, поговорила I с just did этой this training. пациенткой, How сказала, about we что try я this? прошла It was обучение, not good давай because I had no попробуем. idea about parts, Получилось не очень voices, хорошо тогда, how to потому work что я with еще не them. знала ничего ни про I mean, голоса, ни I про had no idea части, she had ни any про of то, that. как с ними And I работать. Я think вообще не that's why понимала, что с she ней kept происходит. being diagnosed as И я everything думаю, что else поэтому ей but a ставили на dissociative протяжении disorder. многих лет вот это So огромное I количество made my разных диагнозов, mistakes, но не but she kept coming диссоциативное back. расстройство. The first Я много standard ошибок с protocol I ней did, сделала, но она after 2 осталась у меня в passes, she was терапии. completely in the По past. стандартному She протоколу was мы с ней начали rattling, работать making 2 noises, сета, она and she полностью ended ушла up в in the hospital прошлое. for a month. И после этого This is my ее beginning with standard госпитализировали protocol. на месяц. Вот так But начался when мой she опыт got out of the работы со hospital, стандартным протоколом. Но she когда ее said that выписали, она she сказала, felt for the first time in her что life that впервые в something clicked жизни inside. она ощутила, что And что-то I was thinking, поменялось внутри. okay, this И is я подумала, ну interesting. хорошо, это And this is how I интересно. started И вот trying так to я adapt начала пытаться to this адаптировать population because she did работу come в back МДР к and этой I couldn't do the категории standard пациентов. protocol. И с ними And нельзя a month работать по later, I стандартному found out протоколу. she И вот had я стала voices insulting me экспериментировать с most of the ней, и sessions, через где-то месяц parts that работы wouldn't let узнала, her do the что work. у нее есть And this части, is why которые не we kept дают ей getting делать stuck. работу, у нее есть So, голоса, she's one of которые my ее teachers. I оскорбляют think и that унижают maybe прямо на her, сессии. if you ask me about 2 cases И вот that если спросить про, наверное, какие influenced this кейсы меня book, больше is всего actually one of the на cases is меня in the book. повлияли, это It's вот a man этот that spoke кейс to things. And the first time и I saw кейс him, I thought, Ананде, он why are they упоминается в referring this man книге. to me? Когда он ко And I мне was пришел, thinking, я думаю, how did боже мой, I зачем start они him ко мне out? его And I направили? see, Думаю, надо because he перенаправить, sounded super psychotic. потому что And он I was звучал thinking, как while человек в telling him серьезном what to do, I психозе. was doing the same thing. И He told me about his он мне voices, and I said, oh рассказал my God, о why голосах, и я BPD? Why are сказала, they saying this? So почему I он was говорит thinking это how to вообще? refer this Почему guy его ко out. мне Then, I прислали? got Это не curious по about моей what части. the Но потом мне difficulties стало were, интересно, and then we started какие у working него together, and сложности. he did Мы amazing. So a начали lot с of the ним work, работать, и он a lot of потрясающую the работу beginning is based проделал. on these 2 cases И that вот в had been in начале therapy, я во both многом for основывалась на over вот 20 этих years with no 2 results. кейсах. В Both of обоих them случаях almost люди died были в from severe терапии 20 suicidal лет до этого attempts безрезультатно. У several обоих times. были тяжелые So these are my main суицидальные teachers, попытки. but Они I would были say на most of краю my гибели. patients Вот это мои были teach me things. лучшие учителя. And Но EMDR вообще has все changed мои everything пациенты from, чему-то what I меня used to do in the beginning учат. to what I do И now. МДР, конечно же, полностью изменила то, как я работаю. Как я работала раньше, как я М. работаю теперь. Спасибо большое. Вопрос про фармакотерапию при лечении ПТСР и КПТСР. Используешь ли ты, да, препарат, лекарства? Или только терапия? Well, we are a team, so it's 40 of us Всегда now. I started работаем on в my own, команде. Сейчас нас уже and now 40 it's в моем 40 colleagues. институте. Я сама Most of us are начинала в both одиночку. psychologists, Сейчас one нас же 40 psychiatrist, человек. У нас есть and a couple of social большинство workers. психологи, So социальные работники и it is a один team психиатр approach. у нас I would есть say that на medication команду. is going to Это help командный to подход. stabilize in the beginning. Препараты вначале It's not могут going to помочь solve, at стабилизировать least not пациента, in но my они standard никогда presentations. But вот it у can help этого типа people пациентов не решат их sleep проблему. better, function Но мы better in можем some наладить regarding some of the сон, да, symptoms. наладить какое-то So повседневное definitely team approach. функционирование, чтобы человеку было легче начать. And when Поэтому they это, improve конечно же, medication, you should usually интегративный подход. И потом, когда человеку changing. становится This лучше, man in нужно the book that постепенно spoke to things, назначение he препаратов was, when I met изменять. him, he was under Вот so many один из medications. He had пациентов tried all в types моей of книге antipsychotics,
None of them were Ему working because their антипсихотические voices were препараты dissociative. It was the прописывали в idea. It огромных had nothing количествах, to но do with они не psychosis. работали, It голоса just никуда не sounded девались, very потому weird. что это у него The был не fact that he психоз, was а speaking to some диссоциативное little things расстройство into what little личности. kids do when they И play with он toys. говорил So, вот с you know, этими голосами так же, как um, дети говорят с the, игрушками, by когда the time играют. he was Понимаете? improving the Это medication, не he was not психоз, и freaking anymore. He was антипсихотические incredible. средства здесь никак не помогают. И он, ну, просто удивительный I'm not прогресс был saying у this is этого what's going to happen пациента. with all И я cases, не говорю, okay? что Just так an будет во example. всех кейсах, да, это просто в качестве примера. Мгм. Можно ли поделиться, если можно, вот те 2 первых клиента, вот которые больше всего повлияли на тебя, каких изменений в их жизни удалось достичь? Everything. Да, Oh, у них everything. вообще жизнь изменилась во всем. Being present, interacting with others, Они being начали able to общаться с understand what was другими happening with людьми, them, not being terrified with поняли, their mind, что с ними not being происходит, terrified перестали of бояться inner постоянно, experience, перестали бояться внутренних not feeling переживаний, like there was nothing they could control but а, self-harming and other перестали self-destructive заниматься dynamics. самоповреждениями, Everything другими changed. деструктивными видами поведения. Вообще, в To целом give you их an жизнь example, the изменилась. first Ну, woman that I приведу вам mentioned, пример. Вот та первая somebody женщина, о from the которой я team, говорила, кто-то из who has членов been нашей working with me команды, from the кто very со beginning, мной knew her работал с from самого group therapy. This woman would начала, not even look at us. знал It эту was so пациентку по difficult for her групповой to be in терапии. groups, Она не even with могла other даже смотреть на других people. людей в группе, да. So this woman now is doing А amazing. теперь она So просто замечательно себя I think a чувствует. couple of months ago, my Пару colleague месяцев назад ran into her. моя коллега с ней She столкнулась was leaving. She just finished a session with me, м, and после my client сессии. said to my colleague, И "Hola," клиентка сказала her name. коллеге «Привет». And my colleague was И like, моя коллега, и "Oh, назвала ее по имени. Моя fine," коллега такая, как это? Как right? это? Она And then she разговаривает. realized, and she's И like, "Oh потом my она God, my поняла, friend." You что know this это та expression? самая She's пациентка, like, которая "Oh my когда-то God, была у нее на that's группе и не her?" могла даже поднять Saying yes, глаза. И у нее and просто she's like, мурашки такие пошли. Она говорит, неужели это because она? Я говорю, ну да, it's a она. different person. Ну, потому что It она has уже nothing. просто She's другим looking at her. человеком She's just there, стала. present. Она Not присутствует, она hiding, начала not присутствовать terrified, в not том, что происходит. looking Перестала to прятаться, see what other быть people в are going to do. ужасе, This все changes время everything. сканировать, что сейчас сделают другие люди. То есть, ну, это вещь, которая реально меняет жизнь человека. Мгм, мгм. Сколько времени понадобилось на терапию с этими 2 клиентами? Как долго они были в терапии? Well, for the first one, a lot, because now this is Первой the difference клиентке between очень clinical много history, exceptions, and понадобилось времени. У numbers нее of очень perpetrators. тяжелый So for the анамнез, woman, огромное количество there насилия, was no много exceptions. насильников. There were no safe figures in У her нее не house. было вообще никаких безопасных фигур Multiple безопасной perpetrators from very привязанности. young ages, С очень sadistic раннего abuse, возраста torture. садистическое That is going насилие, to take a пытки, long да, то time. есть Okay, even trusting это another human очень being is тяжелый going to be extremely challenging. анамнез, и For the какое-то man, it доверие was different. хотя бы He had enough развить в exceptions. такой He ситуации had a сложно. Вот mom that was a good со enough mom, вторым пациентом, в family принципе, у members него had была no idea достаточно what happened to хорошая him because мама. he didn't want to Родители share не знали, что с ним an произошло, assault потому that что он не happened хотел outside of the делиться family. So с ним. Вот everybody это just thought насилие he was произошло crazy, не в but семье. they did what they Просто could with the information они думали they просто, had. что он сходит с ума, но So продолжали just делать для because, него все, что one могли. had a good enough Но у них не было foundation всей with информации. То a есть lot у of него medical issues, this is был why, какой-то безопасный the фундамент, assault какая-то база, brought all понимаете? this И потом, конечно, fragmentation. много всего But there was enough травматичного exceptions произошло, но там and было higher достаточно integrity все-таки capacity принятия и более for this man высокая to recover. So in способность к 1 year, интеграции. Его everything was психика very different. была With способна the other справиться woman, in совсем 1 за year, год. I was still finding out А с she первой had voices. женщиной я только через год Probably it's поняла, because что у I нее was less голоса. experienced too. Конечно, я So I тогда was not была менее asking the right опытным questions. специалистом, я не I was not задавала seeing нужные the obvious. вопросы, я не And видела when того, I что met было the у меня man, в каком-то смысле перед it's not носом. just about his history and the А когда exceptions. я I вот со also вторым had better клиентом understanding. стала работать, это уже тоже был другой этап в моей профессиональной карьере, да, то есть и у него анамнез был попроще, и я уже намного лучше понимала, что происходит. Мгм, мгм. Тут вопрос, насколько книга шире или уже там тех материалов, которые, ты уже преподавала, на своих семинарах, вебинарах в России?
It's much more. There's only Книга so much you намного can teach in шире a и workshop. намного You can глубже. share videos, you can На teach different семинаре мы issues, не имеем but here we возможности have дать много, да, мы a можем book. показывать How many видео, что-то pages in рассказывать. Russian? Сколько там страниц у нас на It's a русском very получилось? Это очень complete большая book, I книга. think, with complete Э, cases. Огромная, да, большая, да. э, Yeah, it has э, cases from the beginning to Там the end. вы увидите описание So, кейсов с there's самого so much I начала до can teach конца. То in есть an не одна on-site сессия, training а or прямо вот online, especially online, целиком which, videos терапевтический are not кейс. Мы possible. не имеем So the book возможности is так just you have access to делать the material in a на way that you can семинарах, read, and плюс мы не also I'm можем going показывать I'm видеосессии, да, на семинарах по понятным причинам. А здесь у вас полный going over the транскрипт transcript сессии. and at the same time linking to the theory of the book, so it's easier И to integrate and далее я вот understand эту всю the теорию, о steps in the которой я work that I'm говорю в doing, книге, и весь этот and how подход, to, иллюстрирую really кейсами и understand the dynamics. комментирую каждый кейс с этой точки зрения, чтобы вы понимали, почему происходит та или иная динамика и как с ней работать. Мгм. Спасибо большое. Да, лучше у меня мой вопрос, да, к тебе такой: вот, с какими заблуждениями коллег о работе с диссоциативными клиентами, может быть, ты чаще всего сталкиваешься? Like the misunderstandings. Может быть, как бы, да, какие самые частые Well, проблемы возникают, да, у коллег, у терапевтов, да, когда они начинают работать с. I think lack of training, Ну, lack of недостаток experience, and lack of опыта supervision. и I think these are the обучения, main, at least недостаток this is where I супервизии, was in the beginning. нехватка. Мне кажется, это та ситуация, в We которой just я spoke изначально about this находилась, typical issue, right? When we когда talk about voices, how do мы you говорим distinguish? How can you о differentiate? голосах, да, как And отличить, then что another это thing we have to за also тип keep in mind, голосов. not everything is И, association, and not и не everything is the все. parts. Нужно So one of помнить, the что не problems все that есть we are части и running не into все now есть is диссоциация. То that when есть people get есть excited about an такая approach, everything becomes a part. проблема, There are some знаете, когда approaches, I'm люди not going to say names, называют, to the work with ego states, вдохновляются not dissociative parts, but just, каким-то подходом, тогда different. они начинают частями считать все, All of да, us не have буду different ways of называть being подходы, ego да, но вот states. есть Not вот all of us have dissociative parts. эго-состояние, да, работа с Okay, эго-состояниями, они у so нас есть у всех, there's a но lot of эго-состояние это не то же самое, что work where диссоциативные everything части, это becomes a part, разные. a thought becomes a э, part. но есть и такой Somebody has a подход, что conflict, and we say, у oh, there's всех two есть parts there. части. Допустим, у человека This is внутренний going to be конфликт, мы not говорим, very вот есть useful for одна many часть и of the другая часть. confused Но presentations we see. во многих случаях Now это we have будет a lot только of нас access to the запутывать. media, at least in Сейчас у many нас countries, очень and много we are seeing доступа к something разным new that did материалам, к not разной happen before the информации, pandemic, not like а, now, where а, a lot of после people are пандемии особенно. self-diagnosing И and люди начинают thinking that ставить having себе DID is super диагнозы, да, cool и and они trendy. думают, что пациенты думают, And, что если у меня диссоциативное расстройство личности, это супер круто, и они начинают there's сами nothing wrong себя with так having DID, диагностировать. but it's a Как very бы life-limiting в ДРИ disorder. ничего плохого, конечно, нет, но Very это difficult to live with тяжелое an расстройство, experience. которое So, серьезные thinking about ограничения на that as человека something that is налагает и super делает cool, его this is a жизнь очень problem. сложной. We are Если мы seeing начинаем a lot of young people думать, что особенно вот coming in молодые люди with к этому склонны, они сейчас приходят и говорят, ой, conflicts у меня about things, диссоциативное and расстройство личности, хотя на the самом way деле у that них просто some colleagues внутренний are конфликт addressing this какой-то. is И quickly некоторые going наши into process. коллеги начинают And then, работать с people частями, just hold хотя on to там that, дело and не в instead of частях. И integrating, люди, they are и пациенты начинают за separating. это So I цепляться. think that's Они something начинают that is удерживать happening эти now more части, and вместо more. того, чтобы стремиться к интеграции, они начинают как бы культивировать наличие вот этих частей. Мне кажется, мы очень много этого видим Мгм. сейчас. Да, спасибо, да, мне очень хотелось этого как раз услышать, да. И вот вопрос, тоже, в продолжение. Пересекается ли твоя книга с теорией структурной диссоциации Онны ван дер Харта? Well, Ono is one of my teachers. He's one of Он my один из mentors. моих учителей, один из For моих sure, it is наставников, it поэтому, is конечно же, influenced by structural его association. идеи I теории am not структурной using диссоциации ANP or повлияли ET на меня. language, Я не использую сама вот just like эти Catholic термины studies внешне not нормальная using ET личность, language. Other аффективная authors have done. личность.
Because this, а, in a и way, is термины leading to a lot of сюзет-бон people тоже, being confused, потому что right? многих So we это use, запутывает. parts functioning in daily life, parts Мы taking говорим downtime. часть, которая And функционирует в it's their повседневной жизни, foundation часть, is based on которая that. Yes, for перепроживает sure. травму, да. Но в базе своей теоретически, конечно, у нас общий Мгм. фундамент. Мгм. И вот тоже важный вопрос. Книга предназначена для специалистов в первую очередь или она может быть полезна также клиентам, да, обычным людям? I think this is for a therapist. Мне кажется, это книга для I терапевтов. mean, if people have difficulties То есть если у understanding человека what happens inside, imagine if they сложности с have too much information. This пониманием is for therapists. того, The что language is for происходит you, даже у него directed at you. внутри, зачем Like, его так how to identify, перегружать how to organize. информацией? It's Это not книга for, для this book is not терапевтов. for Как диагностировать, patients, как not at all. вести It is to терапию. help Это them, не but it's книга для not something пациентов. they can take. Это книга для It's того, чтобы clinical, научить it's нас practical, помогать it пациентам, has steps of clinical но в качестве sessions. self-help она не It подходит. is for therapists. Это практическое руководство для терапевтов, которые ведут свою клиническую Большое практику. спасибо, Юль. Я, может быть, хотела в связи вот с этим вопросом как раз попросить Долорес пару слов сказать о обучении, которое будет у нас доступно буквально через пару недель и будет посвящено работе как раз в EMDR с диссоциативными симптомами. Oh yeah, we are going to do a Да, training у нас будет specifically on the тренинг book contents, по following the structure. книге, по сути, So, по with clinical структуре examples книги, to с illustrate клиническими that. примерами, So it's которые now будут that you have this иллюстрировать. tool То есть available, теперь, it's going to когда у build вас on that есть and эти explain. инструменты So в it's also наличии, something that you can keep in mind when когда они you're вам going over the доступны, book later on. можно сначала сходить на семинар и уже читать книгу с пониманием некоторым того, о чем там идет речь. Мне кажется, там был еще один вопрос, Юль, по поводу тренингов по диссоциации, теории диссоциации, которые в Европе проводятся, длительные. И вопрос был, планируется ли такое событие в Российской Федерации. Может, ты ответишь, да, если Мгм. Я, просто хочу сказать, что Долорес упоминала, что она, является в русле, обучения диссоциации, училась у Онны ван дер Харт и, Сюзет Бун. И, я знаю, что, с Сюзет Бун будут, какие-то мероприятия в нашей ассоциации тоже проводиться, обучающие. Просто ждите эту информацию. А что касается Долорес, вот поскольку у нее выходит новая книга о теории именно, диссоциации, конечно, мы бы хотели очень, запланировать какое-то, структурированное обучение этому. И поскольку мы как раз, в одном ключе, да, там развиваемся в подходе API, и, мне кажется, мы сможем что-то сделать, если у Долорес будут такие ресурсы, уделить нам еще какое-то время нашим коллегам, то мы, конечно, постараемся сделать. Да, Как Долорес, как да. Долорес думает. Мгм. Ну, опять же, коллеги, да, вся информация, во-первых, да, в центрах, да, разных обучающих центрах МДР, вот. И есть сайт ассоциации, есть рассылки, есть телеграм-канал и так далее. То есть, пожалуйста, подписывайтесь, следите. Вот, также еще хочу сказать, что там я договорилась на супервизии с Долорес, вот, и первая такая супервизия будет 20 октября. Вот, уже есть дата. Поэтому, кому интересно, пожалуйста, следите за новостями. И будем обсуждать именно такие комплексные случаи, сложные случаи, вот, которые больше всего нуждаются в поддержке.
И уже к тому моменту можно будет прочитать книгу, и как раз, да, можно будет по следам этого прочтения как бы, да, что-то уже дискутировать на уровне определенном. Хорошо, вопросы закончились. Спасибо всем большое. Спасибо, Долорес, да, то, что ты с нами, вот, и то, что ты, My а, pleasure. Thank да, you. столько с нами Спасибо. работаешь. Да, спасибо за встречу. И, будем ждать, когда эта книга уже появится в продаже. И тогда вся информация по тому, где можно будет купить книгу, во-первых, да, на сайте ассоциации МДР, вот, и, на сайте, издательства «Генезис», вся информация будет. Пожалуйста, следите за новостями. А я Спасибо большое, друзья, за Простите. то, что вы все участвовали. Спасибо, Долорес, огромное еще раз. И Да, промокод, сори. Да, я выложила в чат наш промокод. Вот, кому надо, скопируйте. Действует до 12 октября. Соответственно, ждем выхода. Да, Мы еще спасибо. в рассылке, правильно, Юль? Да, мы в рассылке просто продублируем промокод, вот, так что не волнуйтесь, пожалуйста. Всем участникам сегодняшней встречи он придет, да, пользуйтесь. я попрошу, наверное, Кристина, если здесь есть, или Катерина, пожалуйста, скопируйте этот промокод, чтобы отправить его участникам, и чтобы, может быть, в рассылку, я прошу прощения, от ассоциации тоже его включить 25 числа, чтобы ну, этот доступно было. Да, спасибо. Мгм, мгм. Хорошо, все отлично. Тогда давайте на этом, да, завершать на сегодня. Да. Всего доброго. Пока-пока. Thank you. Thank you. Bye bye. Thanks.